Бали славится не только живописными пейзажами, бесконечными пляжами и теплым климатом, но и огромным количеством бездомных животных, особенно собак. Здесь на улицах можно встретить сотни псов, которые ищут еду, ночуют под машинами и стараются выжить в суровых условиях. Одного из таких несчастных псов однажды заметил неравнодушный человек по имени Арон. Эта встреча изменила жизнь не только собаки, но и самого мужчины. В тот день Арон ехал по дороге, когда возле обочины, рядом с центром продажи шин, он увидел одинокого пса. Животное выглядело ужасно, оно было крайне истощенным, грязным и, судя по всему, больным. Его глаза выражали страх и полное отчаяние. Казалось, что пес уже не надеется на спасение. Но самое страшное было даже не это. Пес лежал в опасной зоне, всего в нескольких метрах от дороги, по которой с бешеной скоростью проносились машины. В любой момент он мог попасть под колеса. Сначала Арон подумал, что животное ранено. У собаки почти не было шерсти, а на коже виднелись глубокие язвы. Но при ближайшем рассмотрении стало понятно, что ее тело буквально покрыто болезненными ранами, которые могли вскрыться в любую секунду. Это зрелище было не для слабонервных. Арон не смог проехать мимо. Он решил во что бы то ни стало помочь собаке. Мужчина остановился и попытался осторожно подойти к животному, но тот сразу же отпрянул назад. Было видно, что пес не доверяет людям, возможно, у него был печальный опыт общения с человеком. Тогда Арон обратился за помощью к сотрудникам магазина шин. Вместе они попытались загнать собаку в более безопасное место, чтобы убрать ее с обочины дороги. Однако пес продолжал вести себя настороженно, он не подпускал к себе никого и был явно напуган. Арон решил попробовать другой способ – приманить животное едой. Он аккуратно поставил перед собакой контейнер с кормом и отошел на безопасное расстояние. Сначала пес даже не смотрел в сторону еды, но спустя несколько минут голод взял верх, и он осторожно начал есть. Несмотря на облегчение, Арон понимал, что этого недостаточно. Пес нуждался в срочной медицинской помощи, и оставлять его на улице было нельзя. Однако самостоятельно поймать животное он не мог, поэтому мужчина обратился за поддержкой в местный приют для животных. Сотрудники приюта приехали на место и с помощью специальных ловушек смогли аккуратно поймать собаку. Затем его доставили в ветеринарную клинику, где специалисты сразу же начали обследование. Осмотр показал, что у пса было не только сильное истощение и обезвоживание, но и куда более страшное заболевание – рак. Это означало, что животное нуждалось в серьезном лечении, включая курс химиотерапии. Несмотря на это, Арон не собирался сдаваться. Он решил сделать все возможное, чтобы пес получил шанс на новую жизнь. Животному дали имя – Гомер. В первые дни он никого к себе не подпускал, даже ветеринары не могли спокойно приблизиться к нему. Он боялся любого прикосновения и вздрагивал при каждом резком движении. Арон не торопил события. Он просто приходил в клинику, садился рядом с клеткой Гомера и проводил с ним время. Он говорил с ним, предлагал еду, сидел рядом, не требуя ничего взамен. Постепенно пес начал привыкать к присутствию мужчины. Через пару дней он уже позволял ему погладить себя, а спустя неделю начал осторожно вилять хвостом, показывая, что ему приятно общество нового друга. Лечение заняло несколько месяцев, но оно дало поразительные результаты. Гомер не только преодолел болезнь, но и полностью изменился внешне. Он набрал вес, его кожа стала чистой, а шерсть начала отрастать, становясь мягкой и пушистой. Теперь он был не похож на того несчастного пса, которого Арон увидел на обочине. Но на этом история не закончилась. Гомеру нужен был дом, где его будут любить и заботиться о нем. И этот дом нашелся. Подруга Арона, девушка по имени Нунки, влюбилась в собаку с первого взгляда и решила взять его к себе. Теперь Гомер живет в уютном доме, окруженный заботой и любовью. Он больше не боится людей, не голодает и наслаждается каждым новым днем. История этого удивительного пса еще раз доказывает, что доброта одного человека может изменить целую жизнь.